Природа продолжает атаковать. Потоки воды, шквальный ветер, разрушительные оползни. Мир тонет в катастрофах, и каждое новое событие все страшнее. Смотрите выпуск до конца, чтобы быть в курсе всех происшествий. Приветствую, друзья! Вы на канале Горизонт Событий. Проливные дожди, обрушившиеся на грузинский город Батуми 8 и 9 августа, привели к значительным наводнениям в нескольких районах города. Подтопления затронули улицы, дворы, подвалы и квартиры на первых этажах жилых домов, особенно в низинных частях города. По данным мэрии Батуми, пострадало не менее 14 районов, а на горячую линию поступило около 50 обращений от жителей, столкнувшихся с последствиями стихии. Основной причиной наводнений стало переполнение ливневой канализации, не справившейся с большим объемом осадков. Сильный шторм силой в 4 балла также привел к перебоям в водо- и электроснабжении. На затопленных улицах наблюдались значительные перебои в движении транспорта. Местные власти оперативно приступили к ликвидации последствий наводнения. Специальные бригады работают над откачкой воды из подвалов и дворов, а также очисткой ливневой канализации. Мэрия Батуми заверила, что ситуация постепенно стабилизируется, и призвала жителей сохранять спокойствие. В среду в городе Ирапуато, в мексиканском штате Гуанахуато, произошла трагедия, унесшая жизни 6 человек и серьезно травмировавшая еще 2. Оторвавшийся от состава локомотив на высокой скорости врезался в 3 автомобиля и мотоцикл на 2 железнодорожных переездах. За минуту до происшествия прошел поезд, автомобили уже массово стали пересекать переезд, как в это время неожиданно появился локомотив и снес автомобиль. Через пару минут ситуация повторилась на еще одном переезде. Остановился локомотив только через 3 километра, догнав на высокой скорости остальной состав. На место происшествия оперативно прибыли спасательные службы, полиция и медицинские бригады. Пострадавшие были доставлены в местные больницы. Сообщается, что испуганный машинист забаррикадировался и более 40 часов не выходил из локомотива, но после уговоров коллег сдался властям. Власти Ирапуато и железнодорожная компания «Ферромих» пока не предоставили официальных комментариев о причинах отцепки локомотива и обстоятельствах аварии. Расследование инцидента продолжается. Утром 9 августа на производственной площадке «Каустик» акционерного общества «Башкирская содовая компания» в Стерлитамаке произошел взрыв газовоздушной смеси, вызванный разгерметизацией технологического трубопровода пирогаза по сварному шву. Инцидент случился во время подготовки к плановому остановочному капитальному ремонту на комплексе винилхлорида-поливинилхлорида. Возгорание после хлопка не последовало, что позволило избежать более серьезных последствий. Сработала система автоматического отключения клапана на поврежденном трубопроводе, локализовав инцидент. С предприятия эвакуировали 15 человек. По данным Следственного управления Следственного комитета России по Башкортостану, число пострадавших достигло 36 человек, из них 22 были госпитализированы, 21 находится в отделении реанимации и интенсивной терапии. Информации о погибших не поступало. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными эти события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях, что происходит в вашем регионе. Сильный пожар охватил деревню Фрешиш в округе Гуарда, расположенную в центральной части Португалии. По данным местных властей и Национального управления по чрезвычайным ситуациям, огонь быстро распространился из-за сильного ветра и сухой растительности, что привело к полной утрате контроля над ситуацией. Деревня оказалась в эпицентре пожара, пламя угрожает жилым домам и окружающей лесной территории. К тушению пожара привлечено более 300 пожарных, несколько вертолетов и самолетов. Однако сложный рельеф местности, высокие температуры и порывистый ветер затрудняют усилия спасательных служб.
Огонь уже уничтожил несколько гектаров леса и сельскохозяйственных угодий. Эвакуация жителей Фрешиша и близлежащих поселений началась еще вечером 9 августа, точное число эвакуированных пока не сообщается. Информации о жертвах или пострадавших на данный момент нет. Вечером 8 августа в одном из самых значимых архитектурных памятников Испании, соборе Мескита или Кордовская соборная мечеть, вспыхнул пожар. Благодаря оперативным действиям пожарных, прибывших на место происшествия в считанные минуты, огонь удалось локализовать и предотвратить его дальнейшее распространение. По предварительным данным, возгорание произошло в одной из часовен, использовавшейся как склад для оборудования, предположительно из-за короткого замыкания в подметальной машине. Пожар повредил крыши и стены двух часовен Аль-Мансора и Святого Духа, а также затронул часть арок и алтарей. Власти заверили, что катастрофы удалось избежать, и памятник в целом остался в безопасности. Несмотря на инцидент, собор уже утром 9 августа был открыт для посетителей. На территории Ялтинского горно-лесного природного заповедника в районе микрорайона Васильевка вчера вспыхнул пожар. Возгорание началось с лесной подстилки и быстро распространилось из-за жаркой, сухой и ветреной погоды, а также труднодоступного рельефа местности. Из-за риска распространения огня на время тушения власти перекрыли автомобильную и канатную дороги. К ликвидации пожара привлекли около 150 специалистов и 2 вертолета Ми-8. Площадь пожара достигла 2 гектаров, но к вечеру возгорание удалось локализовать, позже полностью ликвидировать. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Сильное наводнение обрушилось на город Багор в провинции Западная Ява в Индонезии. Проливные дожди, продолжавшиеся несколько часов, привели к резкому подъему уровня воды в близлежащей реке Чилевунг, которая вышла из берегов и затопила территорию исламской школы-интерната в районе Черитас. По данным Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии, вода поднялась до уровня 1,5–2 метров, затопив классные комнаты, общежития и административные помещения школы. В момент наводнения в школе находилось около 150 школьников и 20 учителей. Благодаря оперативным действиям местных спасательных служб и волонтеров была организована экстренная эвакуация. Эвакуированных разместили в близлежащем общественном центре. В пятницу у побережья Гаваны, столицы Кубы, прошел мощный водяной смерч. Редкое природное явление для данного региона, возникшее в акватории Атлантического океана, привлекло внимание местных жителей и туристов. По информации местных метеорологических служб, водяной смерч сформировался из-за сочетания высокой влажности, теплой температуры воды и сильных ветров, связанных с нестабильными погодными условиями в регионе. Смерч не вышел на сушу и просуществовал около 10–15 минут и рассеялся, не причинив ущерба инфраструктуре или людям. Все это время местные власти и спасательные службы находились в состоянии повышенной готовности. В ночь с 8 на 9 августа вулкан Этна, расположенный на восточном побережье Сицилии, вновь проявил активность, устроив грандиозное ночное извержение. По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии, извержение началось около 2 часов ночи по местному времени и сопровождалось выбросами лавы, пепла и стромболианскими взрывами из юго-восточного кратера, известного как Бакр-Нуовр. Жители близлежащих городов, таких как Катания и Дзефферано-Этна, стали свидетелями ярких потоков лавы, освещавших ночное небо, и столба пепла, поднявшегося на высоту около 5 километров. Несмотря на зрелищность, извержение не представляло непосредственной угрозы для населенных пунктов. Не повлияло извержение и на работу международного аэропорта Катания, который работал в штатном режиме. А вот туристов, находившихся вблизи вулкана,
эвакуировали из зоны риска, доступ к кратеру временно ограничили. Утро субботы в городе Сан-Жозе-ду-Саусентис в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул началось с обильного снегопада, который стал самым сильным за последние 10 лет. По данным Национального института метеорологии Бразилии, температура в городе опустилась до 0,4 градуса по Цельсию, что привело к формированию снежного покрова в регионе Серра-Гауча. Помимо Сан-Жозе-ду-Саусентис, снег также выпал в соседнем городе Камбара-ду-Сул. В социальных сетях появились многочисленные фото и видео, демонстрирующие укрытые снегом пейзажи и восторг местных жителей. По данным метеорологов, снегопад стал результатом взаимодействия влажной воздушной массы из области низкого давления в Атлантическом океане и холодного воздуха, принесенного полярной воздушной массой. Вулкан Син-Маэдэке, расположенный на границе префектур Кагосима и Миязаки на острове Кусю, ранним утром 10 августа начал извержение. По данным японского метеорологического агентства, извержение сопровождалось выбросом шлейфа пепла на высоту более 3000 метров, а также небольшими вулканическими бомбами. Извержение произошло из центрального кратера Син-Маэдэке, входящего в вулканический массив Кириисима. Японское метеорологическое агентство присвоило событию 3-й уровень опасности из 5, призвав жителей и туристов воздержаться от посещения зоны в радиусе 2 километров от кратера из-за риска падения вулканических камней и пирокластических потоков. В округе Лос-Анджелес продолжает бушевать крупный лесной пожар, известный как Canyon Fire, который начался в четверг в горной местности к северу от города. По данным пожарной службы округа Вентура, огонь охватил около 2037 гектаров, и его не удалось локализовать ни на одном из участков. Пожар, подпитываемый жаркой и сухой погодой, сильным ветром и сухой растительностью, быстро распространился в восточном направлении, затронув как округ Лос-Анджелес, так и соседний округ Вентура. В результате было эвакуировано около 2700 жителей, еще 14 тысяч жителей получили указание готовиться к эвакуации. На данный момент под угрозой пожара находится более чем 5000 строений. К тушению пожара привлечено более 400 пожарных, а также авиация, которая сбрасывает воду и огнезащитные составы. Однако сложный рельеф местности и высокая температура затрудняют усилия спасателей. Вечером 8 августа на город Ирапуата в мексиканском штате Гуанахуато обрушился мощный град, сопровождавшийся сильным ливнем, который за 15 минут превратил улицы в белоснежные пейзажи, напоминающие зиму. По данным Национального института метеорологии Мексики, за это время выпало рекордные 360 мм осадков, что стало самым сильным штормом в регионе с 2010 года. Град покрыл десятки улиц и проспектов, включая районы Европа и Примера-де-Майо, создав необычную для Центральной Мексики картину. В результате удара стихии оказались затоплены дома и коммерческие помещения, повреждены автомобили, повалены деревья, а также зафиксированы перебои в дорожном движении. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Утром 9 августа мощный оползень обрушился на объездную дорогу Рудра-Праяг-Джавади в округе Рудра-Праяг в индийском штате Уттараханд. Причиной оползня стали продолжительные муссонные дожди, которые вызвали значительное размытие горного склона. В результате оползня дорога оказалась полностью заблокирована. К счастью, на момент инцидента жертв и пострадавших не зафиксировано, так как очевидцы успели покинуть зону обрушения. На место происшествия оперативно прибыли спасательные команды и дорожные службы, начавшие расчистку завалов. Власти временно закрыли пострадавший участок дороги и организовали объездные маршруты. Еще один оползень произошел в северном индийском штате Химачал-Прадеш и перекрыл жизненно важную горную дорогу, соединяющую популярные туристические районы в долине Кулу. Инцидент случился в районе деревни Раникай, недалеко от города Манали, на фоне сильных муссонных дождей, обрушившихся на регион.
К счастью, на момент происшествия жертв и пострадавших не зафиксировано. В тот момент дорога была относительно свободна от транспорта. Местные спасательные команды и дорожные службы были оперативно направлены на место происшествия для расчистки трассы. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Если вам близок такой формат, будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.